Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я готовлю вкуснейший и очень стабильный крем-шоколадный пломбир без яиц, сливок, желатина и заморских сыров. Это, наверное, самый бюджетный вариант крема-пломбир, вообще шоколадного крема, устойчивого, именно который существует. Крем, как я уже сказала, очень вкусный, имеет очень богатый шоколадный вкус и подходит сразу для украшения капкейков, так как он стабильный, тортов, наполнений им пирожных, трубочек, эклеров. Также можно в прослаивании тортов его использовать. Вы останетесь, я думаю, очень довольны. Здесь, как я уже сказала, этот крем очень бюджетный. Здесь я не использую даже яйца в нем. И крем, я думаю, приятно вас порадует своей именно легкостью во вкусе. Я покажу, как правильно его приготовить. Итак, для этого мне понадобятся все очень доступные продукты. Здесь у меня 35 грамм кукурузного крахмала, 20 грамм какао-порошка, 200 грамм молока, 300 грамм молока для кипячения. Мы сейчас будем его кипятить в ковшике. Сразу ставлю его, чтобы оно начало нагреваться. Доводим до кипения. Щепотка соли и 150 грамм сахара, включая уже 8 грамм ванильного сахара. 250 грамм масла я нагреваю до комнатной температуры, а на данном этапе оно нам пока не понадобится. Итак, в 200 грамм молока я всыпаю щепотку соли, также весь ванильный сахар и обычный сахар, который составляет в сумме по весу 150 грамм. Уменьшать количество сахара я здесь не советую. 35 грамм кукурузного крахмала. Многие спрашивают, можно ли картофельный. В самом крайнем случае можно, потому что картофельный крахмал тяжелее, чем кукурузный. Он в худших своих случаях, если плохое качество, может проявляться во вкусе. И поэтому, конечно же, для кондитерских изделий вся мировая классика кулинарии использует всегда именно кукурузный крахмал. И также 20 грамм какао-порошка. Какао-порошок у меня не алкализованный, обычный. То есть добавляем обычный какао-порошок сюда. Все это очень тщательно перемешиваем венчиком, чтобы не осталось ни в коем случае комочков ни от крахмала, ни от какао-порошка. Пока закипает у нас молоко. Молоко мы не кипятим, мы просто доводим его здесь до кипения. Молоко у меня закипело. Я его снимаю с огня. И сейчас при непрерывном помешивании в центре ковшика я туда ввожу всю заварную основу. И постоянно такие вот помешивания мне нужно делать, чтобы сразу не пригорело это ко дну ковшика. Видите, смесь такая однородная достаточно. И еще раз повторяю, не нужно здесь убавлять количество сахара. Здесь все пропорции уже соблюдены идеально, чтобы не горчил крем, и в то же время, чтобы он был стабильным. Все это при непрерывном помешивании на умеренном огне мы сейчас будем доводить до состояния кипения. То есть, когда пойдут у нас первые бульки в этой массе, нам нужно уже снимать с огня, и заварная основа наша будет готова. Заварная основа, в руках вы ее почувствуете, она у вас будет густеть, прям заметно. Она потемнеет в цвете, и так и должно быть. И пойдут бульки, активные такие уже, пузыри, когда будут. Все, смесь готова. И сейчас мы ее еще раз перемешиваем и переливаем обязательно в какую-то емкость. У меня такая достаточно плоская тарелка, чтобы смесь быстрее в ней остыла. Остужать мы будем заварную основу обязательно до комнатной температуры. Она не должна быть ни в коем случае холодной. Не ставьте ее в холодильник. Вы можете на какой-то период ее поставить в холодильник, но не полностью. Она не должна у вас замерзнуть до температуры ниже, чем где-то 23 градуса Цельсия. Лучше 25 она должна иметь. Это очень важный момент, чтобы впоследствии крем ваш не расслоился. В такой тарелке я сейчас буду остужать до комнатной температуры. Если холодное время года, как сейчас, это очень важно соблюдать. Сразу же в горячем виде накрываем пищевой пленкой в контакт, чтобы она не заветрилась, вся эта основа наша пудинговая. И убираем остывать до комнатной температуры. Масло же у нас нагревается до комнатной температуры. Итак, прошло у меня несколько часов. Масло нагрелось до комнатной температуры. Вот до такого состояния оно должно нагреться. Основа заварная остыла наоборот.
То есть оно должно иметь еще форму держать, но уже очень мягко продавливаться вилкой. Вот в такой емкости для взбивания я все это буду взбивать. Видите, пудинговая основа дошла вот до такого состояния. Она слегка колышется, но в то же время очень хорошо держит форму. Масло я взбиваю минимум 3 минуты до такого пышного побеления. Меньше взбивать нельзя, иначе оно у вас будет, во-первых, плохо соединяться с основой, а во-вторых, оно будет не таким объемным у вас. Вот так вот оно должно побелеть. И в 3 приема я добавляю пудинговую основу туда. Я не по ложке это делаю, это совершенно достаточно, чтобы мы вот именно в 3 приема это добавили. Долго мы здесь ничего не взбиваем, мы просто это как бы перемешиваем. Сейчас я вам покажу, как, если у вас начинает отслаиваться этот крем, потому что по сути это эмульсия, соединение воды и масла, и это две вещи совершенно несовместимые между собой. Поэтому у очень многих возникают проблемы, я получаю очень много комментариев, что делать, если, допустим, крем начинает расслаиваться. Сейчас я покажу, как его реанимировать, этот крем. Это происходит очень быстро, и каждый с этим справится. Крем вкуснейший, и самое главное, что он очень стабильный и бюджетный. И без заморских продуктов. Видите, вот такой он однородный и, в принципе, очень бархатистый и очень-очень вкусный получается на вкус. Итак, вот сейчас я вам показываю крем, у меня такой где-то градуса 23 Цельсия. И вот в таком виде он отсаживается превосходно, он держит форму, он также очень-очень вкусный, но в нем есть такие вот вкрапления, как бы, да, что мы видим, что не до конца у нас, он не то что расслоился, не до конца соединилось масло и заварная основа, потому что холодно очень в помещении. Видите, прожилки заварной основы еще видны. Что мы для этого делаем? Элементарную опцию. Я 25 секунд его прогрею импульсами в микроволновке, у меня микроволновка 1000 Вт. Вы же также, если у вас нет микроволновки, можете слегка подогреть на водяной бане, чтобы он просто у вас слегка стал потеплее. Померите это градусником. И вот сейчас я уже прогрев в микроволновке, он 27-28 градусов Цельсия, это его любимая температура для соединения этого крема. Летом он соединяется вообще превосходно, когда жарко в помещении. И смотрите, каким сейчас я вот опять отсаживаю из кондитерского мешка. Насадка у меня здесь 1М, большая открытая звездочка. Это, как правило, мы ей украшаем всегда капкейки. И смотрите, он держит форму все равно. И как он хорошо уже соединился, и потом он не расслаивается, этот крем. Видите, он стал уже однородным и очень-очень красивым и вкусным. То есть вот такой лайфхак я вам дала. Буквально 25 секунд, и крем уже весь соединился. Я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.